Рабочий день в самом разгаре, а Абрам в свои 77 уже который год подряд спешит на учебу. Нет, он не профессор, Абрам студент. Несмотря на свой возраст, он продолжает учиться в институте и планирует это делать всю свою жизнь. И здесь этим никого не удивишь. Добро пожаловать в Израиль! Это жизнь других. Жить в Израиле – это значит начинать трудовую неделю с воскресенья, любить кошерную еду, уважать традиции, идти в армию независимо от того, парень ты или девушка, и встречать праздники в кругу большой дружной семьи. Родиться в Израиле – это родиться в семье, например, религиозных евреев Шаламит и Менихем Вайнер. Жить скромно, досконально знать Тору и никогда не смотреть телевизор. Или в семье легендарного кардиолога Хаима Латана. Учиться в школе на отлично, служить в армии и стать высококлассным врачом. Или в семье Алекса и Ирины Илатовых. Жить в большом доме, исправно платить налоги и летать раз в год всей семьей на отдых. Родиться в Израиле – это значит появиться на свет в кругу всей своей семьи. Потому что народы к тебе могут прийти соседи, друзья, родственники. У одного человека может в народах быть от 10 до 15 человек. И если палата трехместная, то соберется такое количество родственников, что сразу можно, в принципе, сыграть еврейскую свадьбу. Ну а чего? Сара родила 3 часа назад. Поспать некогда, потому что поздравить ее пришли брат с женой, ее родители, родители ее мужа, коллеги с работы и даже двоюродная тетя с другого города. Ох. В Израиле культ семьи. И появление нового члена семьи – самый большой для нас праздник. С таким праздником не принято поздравлять по телефону, поэтому все приходят лично. Для посещения роддома у гостей не требует никаких справок. Этой малышке несколько часов от роду, а вокруг столпилась вся родня. И заметьте, даже бахилы на ноги никто не надел. Мы не требуем у посетителей никаких справок, потому что не боимся инфекций. В роддоме действует специальная система очистки воздуха от вирусов и микробов. Хотя сами врачи не в восторге от такого количества людей, так как иногда это очень отвлекает. Мы часто не знаем, кого первым приводить в чувство. Роженицу, ее мужа или свекровь. Роды в Израиле бесплатные, ведь государство покрывает больницы все расходы. Кроме обычных родильных палат, тут есть комнаты, в которых женщина может рожать сама. Да-да, именно сама, без помощи акушеров. В Израиле такой естественный способ родов набирает все больше популярности. Но больше всего в израильском роддоме меня удивил 2-й этаж. Вы не поверите, что там находится. Торговый центр. О, перфекто. Thank you. Чао. Ну вот так вот, ребята, если вам надоело лежать после родов в палате, вы можете прийти сделать маникюр, педикюр прямо здесь, выпить кофе, зайти в магазин, купить пижаму, халат, новое платье, цветы, все что угодно, салат, поесть. Я просто в шоке. Идем посмотрим, что еще тут есть. Класс. Вот это роддом, вот это я понимаю. И это все, мои дорогие, больница. Прямо здесь находятся магазины, куда роженица после родов может прийти и купить все, что она захочет для своего ребенка. Еще раз, это больница, это не магазины. Я в шоке, я просто в шоке. А теперь давайте заглянем в столовую для мамочек.
Вот сюда приходят, выбирают себе еду и сидят себе спокойно, отдыхают, ужинают. Родились сегодня, вчера. И вот так вот они вот проводят себе тихо вечера. Идемте посмотрим, что у них на ужин есть. Здесь вообще нет никаких запретов. Фрукты и овощи, грибы, мясо в лаваше, сырная запеканка, соусы и даже шоколадные пудинги. У нас, я рожала, я думаю, что и сейчас ничего не изменилось. Строжайшая диета, которой ничего нельзя, жить, радоваться нельзя. Но самое страшное нет, самое страшное, что тут дают кофе. И это вполне нормально. Но и это еще не все, что самое интересное. Здесь есть шеф-повар, один из лучших в Израиле, который все это делает для них. Идем, я хочу посмотреть в лицо этому человеку. Ну, честно сказать, я немножечко в шоке, потому что то, что вы называете вот этой диетой, для меня я не могу подобрать слов, потому что у нас диета – это гречневая каша, овсяная каша, компот из сухофруктов и молочные продукты. Вот это у нас и отварное мясо какое-то. А у вас такой огромный выбор еды. У нас нет каких-либо табу. Либо для рожениц, у которых есть противопоказания, мы создаем отдельное специальное меню. А остальные могут обратиться к нам с различными пожеланиями. Бывает, готовлю тут бельгийские вафли. Многие считают, что еда в больнице невкусная, а мы делаем все, чтобы побороть этот стереотип. Мы убеждены, что еда меняет отношение к жизни. Ну, в таких условиях можно рожать и рожать. Врачи – настоящие профессионалы. Шеф-повар бельгийскими вафлями накормит, на втором этаже тебе маникюр сделает. Ну, знаете, вот этот проходной двор со всей роднёй, как по мне, лучше встречаться за праздничным столом, а не в родильной палате. Товарищи, ну дайте же Саре поспать наконец-то. Детство израильских детей и наших особо ничем не отличается. Вот только игра в прятки для наших детей просто игра, а для израильских порой жизненная необходимость. Так, дети, а теперь давайте все прятаться. Побежали, побежали, побежали. И вот это вот бомбоубежище, в которое они должны забежать за 1,5 минуты. Да-да, именно бомбоубежище. Они есть в детских садах, школах и в жилых домах. Израиль находится в постоянном военном конфликте, и каждый израильтянин всегда готов к опасности. К счастью, только что была не боевая тревога, а только учебная, в игровой форме. Такие игры в прятки, это только в вашем садике или во всех садиках играют в эту игру? В каждом детском саду все по-разному. Кто-то учит прятаться под определенную песенку, а где-то прячутся в убежище по хлопку. Последняя настоящая сирена была 4 года назад, но мы все равно раз в месяц играем в такие прятки, чтобы довести процесс до автоматизма, и детям было легче в эмоциональном плане в случае реальной угрозы. И сколько времени максимально вы проводили в бомбоубежище с детьми? Около 45 минут. Но в бомбоубежище у нас есть система очистки воздуха, вода, настольные игры для детей. В общем, все для их комфорта. Но в остальном это обычный садик, где дети также кушают, спят, играют и делают свои первые шаги. Да, именно первые, ведь в садике есть даже 5-месячные крохи. Вот Катеньке 5 месяцев, но в принципе в садик берут детей даже с 3 месяцев. И мама сцеживает свое молоко и дает ребенку в садик с собой еду. Вот так вот ей хорошо растет в коллективе. Так что мамочки могут смело возвращаться на работу. Стоит такой детский сад 2800 шекелей в месяц. Он частный, а государственные бесплатные. Есть только один нюанс. Работает он только до 2 часов дня. Но за доплату примерно в 1000 шекелей родители могут отдать своего ребенка в группу продленного дня. В израильском детском саду воспитатель должен окружить детей не только любовью и заботой, но и обеспечить ему безопасность и не напугать его, когда угроза приближается со скоростью звука. Но больше всего мне понравилось то, что в основе воспитания детей лежит любовь. И любят детей не только их родители, но и воспитатели. В Израиле неприемлемо наказывать или даже отчитывать. Так что быть израильским ребенком – это быть любимым ребенком.
Вам кажется, что я сейчас тут стою, да, снимаю новый клип или заставку какую-то для программы? Ничего подобного. Я нахожусь в обыкновенной средней школе в Израиле. И сейчас идет просто урок. Миша, ну сколько тебе раз поговорить? Ну, боже, ну, понимаешь, эти дети... С виду самая стандартная школа. Но стоит только заглянуть внутрь, как сразу понимаешь, что отличий масса. В школе отменили звонок. Да, ученики сами приходят и уходят с уроков. При этом занятия могут проходить в любом месте на территории школы. Хоть в коридоре, хоть во дворе. Но самое непривычное для нас – школьники общаются с учителями на «ты», обращаясь к ним по имени. Люди в Израиле в большинстве очень душевные. У нас всегда общаются на «ты». А в общении с учителем это очень помогает сблизиться и лучше понимать друг друга. В основе всего этого все та же любовь к детям. Именно поэтому занятия проходят в дружелюбной атмосфере. Никакого давления со стороны учителей. А ученики не боятся экзаменов, потому что никто их не будет ругать и наказывать за плохие отметки. Что касается школьной программы, то в Израиле наряду с привычными для нас предметами есть уроки киноискусства, лидерства. Ученики создают квест-комнаты на территории школы и даже изучают кибербезопасность, которая помогает им подготовиться к армии. Начиная со школы, мы понемногу готовимся к армии, так как в Израиле всеобщая воинская повинность для граждан любого пола. У нас есть специальные школьные предметы, и мы даже проходим недельный экскурс в армию, чтобы лучше понимать, что нас ждет в дальнейшем. Давайте-ка заглянем в школьную столовую. Интересно, что едят школьники после таких интересных занятий. Ни горячего тебе, ни даже компота. Вы приходите в школу с утра и находитесь тут до 5, да, до 4 вечера. И вот вы кушаете вот такие булки и конфетки? А что делать? Нам надо быть в школе в 7:30, и у нас просто нет времени что-то себе готовить. Поэтому покупаем еду здесь. А мамы вам не делают завтрак дома? Нет, обычно мамы еще спят, когда мы идем в школу. На секундочку, сейчас вот все слышали, что мамы спят в Израиле, когда дети идут в школу. А знаете, у нас дети в школе учатся до 2-3 часов дня. И вот моего режиссера, вот племянница учится в школе. О, и вот она как раз прислала, смотрите. И у нас столовых детей, вот видите, как кормят. Вот видите, тут и пюре, и котлета, и каша. Видите, как? Очень напоминает домашнюю еду. Выглядит аппетитно и видно, что она приготовлена с душой. Мы бы с удовольствием ели такое. Но в школьной столовой нет такой еды, а сами себе готовить мы не успеваем. То есть, подожди, но у вас это кошерная еда или нет? У нас нет, но я знаю, что в большинстве школ еда кошерная. Ну, с едой разобрались, осталось выяснить еще один момент. По статистике, большинство нобелевских лауреатов – евреи. Так что можно предположить, что эти школьники станут будущими величайшими умами. Интересно, какие предметы они любят? Физика. Биология, физкультура, История. физика. Когда с детства тебя учат мыслить креативно, нестандартно, выходя за любые рамки, ну вот скажите, как после этого не стать нобелевским лауреатом? Ну, невозможно. В Израиле, согласно закону, все граждане, достигшие 18-летнего возраста, в обязательном порядке призываются на службу в армию. Так что 90% всех выпускников со школьной скамьи сразу попадают в казарму. Такого понятия, как «откосить», тут даже нет. Каждый гражданин страны считает своим долгом пройти этот путь длиной в 2 года для девушек и 3 года для парней. В армии есть все условия, чтобы солдат чувствовал себя комфортно. Например, на выходные отпускают домой, чтобы встретить шаббат и провести время в кругу семьи. Тут даже дают возможность выбирать себе питание. Да-да, составляют меню и даже про вегетарианцев не забывают. Но есть и обратная сторона медали. Ситуация в стране, мягко говоря, неспокойная. Поэтому солдаты помнят, что любая военная операция может оборвать их жизнь. Но в Израиле это никого не останавливает. Ведь быть израильским солдатом престижно. В
В конце службы каждый солдат получает денежное пособие в размере около $3000. Обычно эти деньги молодые люди тратят на путешествие или свадьбу, но чаще всего на учебу в университете. Я нахожусь в еврейском университете в Иерусалиме. Он входит в 100 самых лучших университетов мира. Представляете? Что самое интересное, что актриса Натали Портман тоже училась в этом университете. Причем сюда она пришла учиться, закончив Гарвард. Удивительно. А первую свою лекцию здесь в начале 20 века провел сам Альберт Эйнштейн. Поэтому мне очень интересно сейчас посмотреть и увидеть, как же выглядят и что учат будущие нобелевские лауреаты, а, возможно, и голливудские звезды. Идем посмотрим. Факультеты еврейского университета охватывают практически все области знаний. Тут тебе и история искусств, и зоология, и психология, и антропология, и медицина. А факультет агрокультуры и садоводства считается вообще одним из лучших в мире. У истоков основания этого вуза стояли такие величины, как Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн. Эйнштейн даже завещал еврейскому университету все свои рукописи, а также все авторские права на них. В нашем архиве огромное количество писем, документов и работ Альберта Эйнштейна. Все они хранятся в секретном месте, где соблюдены все необходимые температурные условия. Поэтому до нашего времени в первозданном виде сохранились очень редкие документы. Это аттестат, его школьный аттестат Альберта Эйнштейна. Вот, посмотрите, Альберт Эйнштейн, октябрь 1896 года. Математика, физика, геометрия, все шестерки. Тройка у него была по французскому и 4 по рисованию. Ну, по географии еще была тоже 4, а все остальное очень хорошие оценки. Поэтому никогда не верьте, кто вам теперь скажет, что Альберта Эйнштейна выгоняли со всех школ. Несмотря на то, что великого физика уже нет в живых, он остается суперзвездой в мире науки, и его образ активно используется в маркетинговых целях. Постеры с изображением Эйнштейна, куклы Эйнштейна, галстуки с лицом Эйнштейна, медали имени Эйнштейна. И на продаже такой сувенирки университет зарабатывает колоссальные деньги. Так что неудивительно, что здесь могут позволить себе приглашать преподавать ученых с мировым именем, а практики проходят в таких продвинутых лабораториях. При этом стоимость образования по мировым меркам стоит относительно недорого – около $4000 в год. Благодаря современному техническому оснащению наших лабораторий, наши студенты разрабатывают новые технологии производства разной продукции. От электроники до косметики эти разработки выкупают крупные компании. Так что наши студенты еще в университете становятся настоящими профессионалами. Но не все в Израиле выбирают себе путь стать настоящими профессионалами в науке или искусстве. Некоторые всю жизнь посвящают себя религии. На самом деле, далеко не вся молодежь в Израиле поступает в университет или идет в армию после школы. Некоторые продолжают учиться в школе всю свою сознательную жизнь. Идем посмотрим. Это Иешива – высшее учебное заведение для ортодоксальных евреев, где объектом изучения до самой старости является священное писание. Поступив в Иешиву, ты не можешь ее окончить. До конца жизни мы будем постигать здесь всю глубину Торы, священного писания иудаизма и учения Талмуда. Интересно, если они всю жизнь учатся, есть ли у них время на работу и личную жизнь? У меня есть жена и 4 детей, и это никак не мешает мне совмещать личную жизнь с учебой. В религиозных школах мальчики и девочки учатся отдельно. Но если мужчины изучают исключительно священное писание, то что же изучают девушки? Мы учим психологию семейных отношений, роль женщины в семье. Но если парни и девушки не учатся вместе, то как и где они знакомятся? Вариантов не так много, но один из них мне показался самым интересным. Знакомьтесь, это Ханна, директор женской религиозной школы и по совместительству сваха. Она помогает религиозным израильтянам найти свою вторую половинку. Ну хорошо, а как это происходит вот практически? То есть вот он приходит, парень, к вам и говорит: я вот такой вот, я занимаюсь музыкой, хочу жену умную, красивую, здоровую, как он говорит, какие-то физические данные, то есть мне нужны длинные ноги, волосы. А обычно я спрашиваю, что он ищет.
Очень часто ребята, стесняясь, говорят, чтобы красивая была. И добавляют: я не такой уж и религиозный, чтобы любую. А я говорю: нет-нет, все в порядке. Я, говорит, не настолько религиозна, чтобы любую. Я обычно успокаиваю, говорю: все в порядке. Даже если вы очень религиозны, вы хотите красивую девушку, это нормально. Ребята всегда ищут красоту. Значит, если и парень с девушкой согласны встретиться, то я назначаю место. Обычно принято в людном месте. И все. Они общаются, как обычные нормальные люди. Единственное отличие – у них нет касаний. Нет физического контакта. У них нет, потому что им запрещено? Да, по закону среди религиозных евреев запрещена интимная близость до свадьбы. Поэтому любая вещь, которая может к ней привести, тоже запрещена. Для Ханы сватовство – это хобби. А вот профессиональные свахи имеют с этого неплохой куш. Если таки получилось свести парня и девушку, то каждый из них заплатит по $1000. Конечно, дороже, чем знакомство в интернете, зато надежнее. В общем, давайте посмотрим, что значит быть ортодоксальным евреем. Знакомьтесь, Шаламит и Менахем Вайнер. Они уже 16 лет вместе, и у них 5 детей, и вся жизнь семьи подчинена исключительно законам Священного Писания. А вот чем ваш вечер отличается, например, от вечера светской семьи? У нас принято каждый вечер собираться вместе, ужинать, а потом общаться. В то время как в менее религиозных семьях каждый находится по отдельности в своей комнате. Это книжки, которые читают ваши дети, да? Да, это религиозные комиксы. Ни телевизора, ни игровой приставки, ни детских сказок на полках. Только книги по религии. И даже комиксы и те религиозные. Интересно. У нас действительно нет телевизора. Он нам ни к чему. Все, что мы считаем нужным показать нашим детям, мы можем включить на компьютере. А на интернет у вас есть? Да, интернет есть. Вот эта вот вера, религия, это ваш выбор или вы выросли в таких семьях? Мы оба выросли в религиозных семьях. Но хочу сказать, нельзя стать верующим евреем только из-за этого. Этот путь – собственный выбор каждого. А если вот кто-то вот из ваших детей скажет: вот мама с папой, я вас, конечно, очень люблю, но я хочу уехать в другую страну и вот жить светской жизнью. Вот какое будет ваше отношение к этому? Не буду скрывать, нам будет очень больно, что они выбрали другой путь. Но в любом случае они останутся нашими детьми, и мы будем их по-прежнему любить и уважать их выбор. А как вы вообще познакомились? Нас познакомил раввин. А скажите, а вот в ортодоксальных семьях разводятся? Вообще есть разводы? К сожалению, в религиозной среде пары разводятся. Я работаю семейным психологом. Ко мне часто обращаются верующие пары, так как случаются ссоры, обманы, проблемы с алкоголем и другими зависимостями. Все как у всех людей. Я помогаю найти им причину их недопонимания и достичь мира в семье, чтобы спасти их брак. А я работаю учителем в школе и пишу картины. Я провожу выставки, и мои работы довольно неплохо продаются. Сколько вы зарабатываете? Вам хватает на вашу жизнь? В среднем наш доход 15 000 шекелей в месяц. В основном мы тратим деньги на еду, одежду для детей. Летом на несколько дней едем со всей семьей на море, но кое-что удается откладывать. Я вот спустя 16 лет совместной жизни купил машину. Вот, пришел еще один ребенок. Да. Привет. Да, ну... А вы детей своих балуете? Если вот взрослая уже девушка сидит, она говорит: мам, я хочу очень модное платье. Вот, например, сегодня она мне позвонила и сказала: папа, мои сапоги порвались, мне нужны новые. И мы поехали в магазин и купили их. Сейчас я вам их покажу. Вот, я вам покажу. Ой, так это, короче, купил своей дочке сапоги. Ну все, ты теперь будешь ходить такая красивая. То есть вы, в принципе, как балуете своих детей, или вы покупаете им только то, что необходимо? Порвали сапоги, чтобы не промокло, купили, да? Да. Мне казалось, что, придя в дом к религиозным евреям, я перенесусь на пару веков назад. Но мои предположения не оправдались. Обычные люди с типичными заботами и модными сапогами. Хотя порой эти традиции касаются всех граждан Израиля без исключения. Шаббат – время, когда, согласно Торе, следует воздержаться от работы.
Начиная с заката солнца в пятницу и до рассвета воскресенья вся страна замирает. Солдат отпускают со служб, чтобы они могли провести время с семьей. Общественный транспорт не ходит, так как в это время нельзя садиться за руль. Даже лифты в домах переходят в шаббатный режим, и они автоматически останавливаются на каждом этаже, чтобы верующим гражданам не приходилось нажимать на кнопки. На самом деле в Израиле ортодоксальных евреев гораздо меньше, чем светских, то есть те, кто живет не по религиозным законам, а ведут самый обычный образ жизни. Заглянем-ка к таким в гости. Шалом, Али. Привет, Жанна. Чао. Очень рад тебя видеть. Проходи. Ой, я тоже очень рада. Знакомьтесь, это семейная пара Алекс и Ирина. Он госслужащий, а она работает в салоне красоты. Пара воспитывает 3 детей и арендует дом неподалеку от Средиземного моря. Ну, у вас, слушай, такой сразу заходишь, такой большой дом, да, и лестница и наверх, и вниз. Там еще тоже ваше помещение. Да, там у нас небольшая терраса, тут наша столовая и бар, а наверху жилые комнаты. Предлагаю подняться и все посмотреть. Общая площадь жилья 160 квадратных метров. Аренда дома обходится в 7500 шекелей. А с учетом всех коммунальных услуг выходит аж 10 тысяч шекелей. Сколько должен зарабатывать в Израиле человек, чтобы платить аренду 10 тысяч шекелей в месяц? Общий доход наш должен составлять не менее 20 тысяч шекелей в месяц. Сколько вы тратите на продукты? То есть за аренду столько, а вот на продукты, на все остальные какие-то вещи для жизни? 4000 шекелей уходит на еду, детей и все их кружки. И еще 3-4 тысячи мы тратим на машину. В эту сумму входит бензин и выплата кредита. Покупка автомобиля в Израиле удовольствие недешевое. Машины тут стоят примерно в 2 раза дороже, чем у нас. Поэтому не каждый может себе его позволить. Получается, вы средний класс в Израиле? Да, и подобный уровень жизни абсолютно нормальный для среднего класса в Израиле. Вы можете позволить себе ездить, путешествовать всей семьей? Чтобы отправиться всей семьей за границу, мы берем кредит в банке. А путешествовать по Израилю можем без проблем. С ценами разобрались. Пора бы узнать и о семейной жизни. То есть вы женаты официально? Да, да. То есть вы женились, да, именно здесь, в Израиле? У вас была большая свадьба еврейская, да? Нет? Нет, мы сделали небольшую свадьбу в синагоге в узком семейном кругу. Ну, если так вдруг случится, ну, знаешь, жизнь, она же такая, и, вам придется развестись. Мужчине в Израиле невыгодно разводиться, так как он должен будет оставить все семье и обеспечить жене тот уровень жизни, к которому она привыкла, будучи в браке. Ты шутишь? То есть я привыкла, и вот это вот ты развелся со мной, а если ты женился, все равно обязан меня обеспечивать? Да, получается, что так. Но если вдруг жена зарабатывает больше и обеспечивает семью, то и мужчина может получить такое же содержание после развода. То есть если он лежал 10 лет на диване, а женщина работала, надоела, он ей, в конце концов, она с ним развелась и говорит, иди отсюда, она все равно обязана его обеспечивать? Это уже все решает суд. Бывают такие случаи, когда мужчины наотрез отказываются давать развод. И тогда женщине проще отдать ему все, что нажито непосильным трудом, а самой при этом остаться ни с чем. Когда я подала в суд, мой муж не давал мне развод. Это несправедливо, потому что из-за таких ситуаций женщинам приходится годами бороться с системой и возвращать статус незамужней женщины, при этом передав все имущество бывшему мужу. Но даже несмотря на это, я продолжаю верить в любовь. Возможно, эту передачу увидит какой-нибудь русский олигарх, влюбится в меня, и мы будем жить долго и счастливо. Быть израильтянином – это значит работать в сфере IT-технологий и получать зарплату до 10 тысяч долларов в месяц. Или поскромнее – устроиться в офис менеджером и зарабатывать около 1500. Или учителем в школе с окладом до 4000 долларов. Но больше всего меня интересует, как тут обстоят дела у врачей. Израильская медицина известна во всем мире. Нанотехнологии, роботы, инновационные препараты. Здесь все это уже реальность. Давайте же зайдем внутрь и посмотрим, каково это – болеть в Израиле. Этого пожилого мужчину зовут Давид.
и его буквально вытянули с того света. Около часа назад Давиду стало нехорошо. Он вызвал скорую, ему диагностировали инфаркт и за 10 минут доставили в больницу, чтобы оказать всю необходимую помощь. Вот прямо сейчас вы наблюдаете, как ему вновь запускают сердце. Честно говоря, для меня это космос какой-то. Сколько же будет стоить Давиду такая реанимация? А вот сейчас сердце становится у меня, потому что все это бесплатно. Каждый гражданин Израиля имеет медицинскую страховку, поэтому в случае госпитализации ему оказывают бесплатное медицинское обслуживание. Медицинская страховка в Израиле обязательна. Если вы работаете, то с вашей зарплаты автоматически списывается сумма оплаты страховки. Ну а если не работаете, то нужно обязательно платить по 104 шекеля в месяц. Но зато любая дорогостоящая операция обойдется израильтянину абсолютно бесплатно. Вот так. Страховка покрывает лечение любой стоимости. Пусть это будет даже операции за 300 тысяч долларов. Интересно посмотреть на операционные, в которых работают одни из лучших хирургов мира. Hello. Ой, hello. Так, ну покажите, потому что я никогда в жизни не была вообще в операционных гостем. Жанна, эту палату нельзя назвать обычной операционной. Мы с моими коллегами создали аппарат, который выявляет и предотвращает появление рака простаты без хирургического вмешательства. Всю процедуру проделывает вот этот аппарат, а я к пациенту могу даже не приближаться, потому что все управление происходит вот с этого компьютера. Больным теперь не нужно хирургическое вмешательство, а лишь укол в зону поражения. И наш аппарат это делает со 100% точностью, в отличие от человека. Так, чтобы я правильно понимаю, потому что я же человек далекий от медицины. То есть до вашего открытия практически с закрытыми глазами люди, то есть врачи попадали случайно в эту опухоль и могли ее обнаружить. То есть, а вы теперь однозначно именно попадаете туда и однозначно говорите, то есть есть ли у человека раковая опухоль. Я правильно понимаю? Да, вы абсолютно правы. У нас были пациенты, у которых из-за старых методов диагностики не обнаруживали опухоль, которая все же была. Но теперь благодаря этому аппарату мы можем победить рак. Боже, так это уникальная просто разработка, вы понимаете? А вы уже много людей спасли? В день мы делаем около 6-8 операций. К нам приезжают люди со всего Израиля, мы помогаем им справиться с недугом. А самое главное, делаем это настолько безболезненно, что после операции пациенты могут перекусить и ехать себе спокойно домой. Я в шоке. Серьезно? Да, может пойти пообедать и выпить кофе. А про ваше открытие знают уже во всем мире? Или это только вы держите в секрете у себя в Израиле? Я работал над этим проектом со своими коллегами из Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Сиднея. И во всех этих городах тоже есть такие аппараты. Дорогое это удовольствие для людей, дорогая операция. Для всех израильтян эта процедура абсолютно бесплатная. Простым языком, менее чем за час, не используя скальпель, устраняется опухоль с помощью компьютера и вот такой иглы. И вуаля, пациент здоров. То есть человека не режут, человека не мучают, человека не пичкают какими-то лекарствами. Ему дают просто 4 укольчика, после которых он встает, идет, пьет кофе, делает еще несколько процедур, и он здоров. Внимание, то есть я в шоке. Быть врачом в Израиле престижно. Заработная плата зависит от квалификации и специальности. Но в среднем врачи в Израиле зарабатывают около 4000 долларов в месяц, не считая надбавок за различные заслуги. Больница, в которой может обслуживаться любой гражданин страны, имеет высококлассное оборудование. Да что там оборудование? Тут и специальные очистительные системы, которые борются с внешними бактериями. Поэтому в больнице вы не встретите человека в бахилах. В год мы делаем 26 тысяч операций. В случае экстренной необходимости мы оперируем всех, кто попадает в нашу больницу. Это может быть даже террорист, которого доставили после террористической операции. Для нас не существует никаких различий. Главное – это спасти жизнь. Остальное не важно. Средняя продолжительность жизни здесь 82 года. Наверное, такой продвинутый уровень медицины играет в этом не последнюю роль. Итак, я узнала, что родиться израильтянином – это уже с первых часов жизни проводить время в кругу большой семьи.
Узнала, что значит для израильских малышей игра в прятки. Поняла, что никогда бы не смогла быть ортодоксальной еврейкой, хоть мне и понравились религиозные комиксы. Также узнала, что разводиться в Израиле не всегда просто. Служить в армии престижно, болеть не страшно. Осталось выяснить последнее. Какая же она? Старость в Израиле. 10-ю часть населения в Израиле составляют люди пенсионного возраста. А это, правда, очень много. Поэтому мне очень интересно узнать, каково это – встретить свою старость в Израиле. А вот такая. Не перед телевизором, а в творчестве. Израильские пенсионеры верят, что жизнь продолжается до тех пор, пока ты творишь. Именно поэтому здесь пользуются популярностью вот такие специальные центры. Ежедневно сюда приходит почти 300 активных дедушек и бабушек, которые рисуют, вяжут, изготавливают керамические изделия, блокноты, открытки и, как приятный бонус, еще и деньги за это получают. А еще тут есть возможность завести новые знакомства. Эх, тряхнуть стариной. Это я про гимнастику, если что. Девочки, давайте. Раз-два, раз-два, раз-два. Сарочка, по часовой стрелке. Да, по часовой. Раз-два. Если я буду так заниматься, то на пенсии я буду такая красивая бабка. Жанночка, активней, активней. Фух. Знаешь что, для моей работы это тоже очень полезно. Что вы думаете, что телеведущей не нужно кости разминать? А то я хожу, сижу. Жанночка, и завтра приходи к нам. Лет через несколько я уже к вам приду навсегда. Недолго осталось. Браво! Браво, вы молодцы! Ну все, зарядка позанималась, теперь пойду пообщаюсь. А вы давно вообще вот тут как ходите, занимаетесь? Лично я здесь уже 15 лет. И вы каждый день сюда ходите? Да, практически каждый день. Нам нравится здесь проводить время. Слушайте, ну ведь это же прекрасно. Мне кажется, вот на пенсии, когда вот ты чувствуешь свою нужность, мне кажется, это очень важно, да? Мы получаем тут заряд энергии от работы и общения. Потому что пенсионеры, которые сидят дома, они, к сожалению, очень часто болеют. А нам здесь очень хорошо. А вы чувствуете свою вот нужность? Конечно. Наши работы покупают, и людям они очень нравятся. А вот Эмилия вообще успевает еще петь в хоре, ходить на уроки по изучению Торы, и скучать на пенсии ей точно не приходится. Ну, у вас счастливая пенсия вообще? Вы счастливые пенсионеры, вот скажите мне. Мы, в первую очередь, счастливые люди. Это ведь от человека зависит. Конечно, согласна, что от человека зависит. Даже несмотря на то, что наша пенсия не так высока, нам этого хватает, и мы продолжаем радоваться жизни. Пенсия в Израиле в среднем $1200–1500. Дети тоже помогают своим родителям до самой смерти. Да и медицина бесплатная, что немаловажно. Но самое главное – оставаться счастливыми и наслаждаться жизнью. А это Нес и Тирза – счастливые пенсионеры, которые воспитывают не только внуков, но уже и правнуков. А скажите, пожалуйста, а вы сколько лет уже в браке? Мы вместе уже 45 лет. Ого, 45 лет. Почти 46. А у вас есть друзья, которые столько же вот прожили, как и вы? Да, конечно. И вообще друзей много. Это уже очень хорошо в нашем возрасте. Мы с ними часто собираемся, общаемся о разном. Ну, а вы скучаете вообще по рабочим будням? Или все-таки вам хорошо на пенсии сейчас? Я проработал 44 года на заводе, поэтому пришло время для заслуженного отдыха. Сейчас есть прекрасная возможность отдыхать за границей, проводить время с внуками и наслаждаться жизнью. А вы часто встречаетесь с внуками? Часть наших внуков живут в других странах, но с теми, что живут в нашем городе, видимся постоянно. Окей. А скажите, на что вам хватает вашей пенсии? Наша пенсия позволяет нам жить хорошо на старости лет. Нам хватает на все. Вы только посмотрите на эту пару. Ну, кто из нас не мечтает встретить свою старость вот так, в обнимку с любимым человеком?
какой же разный этот Израиль. Здесь можно до конца жизни изучать Тору, а можно стать нобелевским лауреатом, например, в области физики. Сразу после родов можно выпить чашечку кофе, а еще радоваться, что тебя взяли в армию. Можно встретить любовь всей своей жизни где-нибудь в университете или просто воспользоваться помощью свахи. И все эти люди – жители одной страны под названием Израиль. Израиль – это страна, в которой уживается сразу несколько культур. Тут прошлое постоянно сталкивается с настоящим. Про еврейский народ рассказывают много анекдотов, шуток, легенд. Но что бы мы ни думали, что бы мы ни говорили, еврейский народ, он… Вечный. Дружный, отважный, хитроумный, добрый, мудрый, разнообразный, Любящий. Наглый. счастливый Объединенный. и избранный. И вообще я думаю, что между нами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это жизнь других. Чао!